Привет, друзья! Сегодня начну с того, что стало главной темой дня для Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Европы. Какие изменения принесет новое торговое соглашение и почему эксперты уверены, что оно затронет миллионы людей в разных странах. Вначале встреча президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Великобритании прошла в Шотландии и завершилась подписанием документа, который уже называют началом новой торговой эпохи. Главная договоренность касается тарифов. Великобритания добилась послаблений, а США сделали шаг навстречу, согласившись на квоты для автопроизводителей. А вот Евросоюз пошел еще дальше и готов отменить пошлины на американские автомобили при условии, что США уменьшат свои высокие тарифы. Что это значит для экономики и для обычных людей, разберу дальше. Итак, президент США встретился с премьер-министром Великобритании в Шотландии, чтобы завершить переговоры по торговому соглашению. У США, напомню, сейчас на большинство британских экспортных товаров действует базовый тариф около 10%, на автомобили, сталь и алюминий до 25%. Премьер предложил ввести квоту до 100 тысяч автомобилей в год, по которой та же ставка 10% распространялась бы и на автопоставки. Американский лидер объявил, что первый серьезный договор в новой эпохе торговых отношений подписан, назвав его великим событием. С британской стороны премьер отметил важность такого решения для технологического сектора и промышленности. При этом Европейский Союз уже согласовал отдельный шаг. Автотовары из Соединенных Штатов Америки в Европу могут освободить от всех пошлин, если американская сторона снизит собственный импортный тариф примерно с 27,5% до 15%. Критики сделки предупреждают о рисках, потому что введенные тарифы существенно выше прошлых минимальных ставок, и 15% могут обернуться тяжелым бременем для промышленности и ценообразования. Одна из ведущих экономисток назвала такой тариф очень серьезной нагрузкой для экономики. Стороны пока не уточнили все детали соглашения, но запланированы дополнительные консультации в ближайшие недели. Обе стороны считают, что этот договор может стать основой для аналогичных будущих сделок. А теперь о новой статистике в Германии, связанной с выплатами пособий. В 2024 году количество случаев организованного мошенничества с выплатами Бюргергельд, это соцпомощь, резко возросло – 421 случай, что более чем вдвое превышает цифру 2023 года, когда было зафиксировано, напомню, 229 подобных дел. В почти половине случаев 209 дел были произведены уголовные обвинения, тогда как годом ранее таких кейсов было всего лишь 52. К июню 2025 года уже зафиксировано 195 случаев, из которых в 96 инициированы расследования. В большинстве случаев речь идет о фиктивных трудовых отношениях или мнимой самозанятости, то есть группы создают фиктивных работодателей или арендодателей, чтобы получать выплаты и забирать часть средств себе. Данные охватывают лишь около 300 совместных центров обслуживания, тогда как 104 муниципальных центра в статистике не учтены. Это означает, что реальное число преступлений может быть значительно выше. Правительство признает, что есть немало незадокументированных случаев. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что речь идет о сложных организованных схемах и анонсировал строгие меры против мошенничества. Ведется обсуждение реформы системы соцподдержки, это главным образом для усилия стимулов трудовой активности, но предложения по ужесточению санкций вызывают острые споры. Депутат Тимон Зениус призвал к спокойной и взвешенной дискуссии, без эмоциональных выпадов. Он напомнил, что пока число получателей помощи составляет около 5,5 миллионов человек, среди которых много пожилых, одиноких родителей и людей длительно безработных, и важнее балансировать меры так, чтобы не повредить тем, кто действительно нуждается. А дальше новости, которые касаются тоже беженцев в Германии. Федеральный министр внутренних дел Александр Домбринд принял решение остановить специальную берлинскую практику семейного воссоединения для граждан, внимания, из Сирии, Афганистана и Ирака. Пока они могли привозить родственников, если сами покрывали все расходы. Но такая схема действовала лишь 5 лет, после чего расходы ложились на государство. Домбринд объявил, федеральное ведомство больше не будет согласовывать новые или продлять существующие региональные программы подобного рода.
Я напомню, что Берлинский путь уже позволил более чем 4000 человек переехать в столицу, но теперь решения по новым заявкам прекращены. Участники программы покрывали первоначальные расходы сами, но после истечения срока они переходили к федеральному финансированию, что вызывало обеспокоенность властей. Критики подчеркивают, важен не идеологический подход, а контроль за финансовой нагрузкой. Отмена необычной практики рассматривается как важный шаг в стандартизации миграционной политики. Домбрет уверяет, что речь не о политическом намерении, а о защите бюджета и равном подходе ко всем регионам. Министр также отметил, что новые федеральные решения будут приниматься централизованно. Городам и землям больше не будет позволено самостоятельно запускать программы в обход правовых процедур и финансовой ответственности. Давайте перейдем к экономическим новостям Германии. В первом полугодии 2025 года прибыль компании Audi после уплаты налогов составила лишь около 1,3 миллиарда евро. Это на 37,5% меньше, чем в том же периоде предыдущего года. Снижение стало третьим подряд полугодием с ощутимым спадом. В 2022 году результат достигал 4,4 миллиарда евро. Сейчас он упал более чем в 3 раза. Главные причины – это высокие зарплаты из-за американских импортных пошлин и расходы на масштабную реструктуризацию компаний, включая выплату компенсаций и изменение структуры персонала. Также негативно сказалось ухудшение продаж в Китае, где конкуренция чрезвычайно жесткая и спрос слабый. Операционная маржа Audi снизилась до примерно 3,3% против 6,4% годом ранее, что отражает давление со всех сторон и от финансовых нагрузок, и от рыночных условий. Компания уже скорректировала прогноз на 2025 год. Выручка теперь ожидается в диапазоне от 65 до 70 миллиардов евро. Это на 2,5 миллиарда меньше предыдущей оценки, а операционная маржа будет ниже запланированной. Финансовый директор подчеркнул, ситуацию требует максимально быстрого продолжения трансформации. В основе стратегии это крупная модельная инициатива и меры по повышению эффективности, которые должны привести к экономии более миллиарда евро ежегодно в среднем сроке. Несмотря на спад, спрос на полностью электрические Audi продолжает расти. Их поставки за 6 месяцев увеличились на 32%, что подтверждает успех курса на электрификацию. Помимо Audi запланировано еще 10 новых подключенных гибридных моделей до конца года. Это должно ускорить обновление модельного ряда и закрепить позиции в премиум-сегменте. И самая обговариваемая новость Европы на сегодня. В рамках недавно заключенного торгового соглашения было подтверждено, что автомобили из Соединенных Штатов Америки вскоре можно будет импортировать в Евросоюз без пошлин. Да, друзья, представитель Еврокомиссии заявила, что ЕС готов отменить действующий 10% тариф на авто из Соединенных Штатов Америки и установить нулевую ставку, если американская сторона снизит свои пошлины с текущих 27,5% до 15% и выполнит обязательства по сделке. Для европейских автопроизводителей это означает усиленную конкуренцию, импорт из Соединенных Штатов Америки станет дешевле, а на их продукцию в Соединенных Штатах Америки будет по-прежнему действовать, напомню, ставка в 15% при ввозе в Северную Америку. И еще для справки, исходно тарифы на европейские авто ранее составляли около 2,5%. Сегодня они достигли 27,5% и теперь снизятся незначительно. Стороны договорились также о взаимных обязательствах. Еврокомиссия взяла на себя обязательство закупать значительные объемы американской энергии и инвестировать сотни миллиардов долларов в экономику Соединенных Штатов Америки. В числе прочего предусматриваются поставки сжиженного природного газа и увеличение иностранных вложений в промышленность и оборону. Экономические и отраслевые эксперты уже оценили сделку неоднозначно. С одной стороны, соглашение помогло избежать введения американских пошлин до 30%, что могло привести к обострению ситуации. С другой, европейские промышленные объединения назвали компромисс неравновесным и предупредили о серьезных последствиях даже при 15% тарифе, особенно для автомобильной отрасли и снабжения цепочек поставок. Комиссар по торговле Марош Шефчович охарактеризовал сделку как шаг к стабильности и предсказуемости,
Канцлер Фридрих Мерц же признал, что удалось избежать полного торгового конфликта, но признал, соглашение далось дорого, и пошлины на сталь и алюминий остаются нерешенным вопросом. Таким образом, стороны временно снизили напряженность, но договоренность воспринимается как компромисс важности и неоднозначности, то есть выгодный с точки зрения мира, но с неизбежными рисками для экспортно ориентированных отраслей. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.